Всем привет! Снимаем сегодня видео, как нанести имитацию кожи для подписчиков Эквадор. Привет, Эквадор! Для вас видео. Мы надеемся, что оно будет для вас полезным. Использовать нужно декоративную штукатурку фактурную, не зернистую, чтобы не было зерна. Сейчас я покажу примерно, как она. Вот, то есть вот такая штукатурка. Вот, она фактурная, но зерна в ней нет. Вот мы такую используем. Мы наносим ее на предварительно огрунтованную поверхность стены, ну или потолка, неважно, потолок или стены, что будете наносить. Стену идеально подготавливать не нужно, шпаклевать под покраску не нужно. Стена может быть просто оштукатуренная и огрунтованная. И мы наносим однородный примерный слой. Он должен быть не тонкий, не толстый. Вы сами поймете толщину слоя, когда начнете формировать рисунок. То есть вот так вот наносим полностью все углы, сразу же заполняем. И дальше, когда нанесли, пока сыро, мы берем губку. Губка вот такая, пористая. То есть у этой губки поры мельче и крупнее. Есть специальные декоративные губки, вы об этом знаете. Можно использовать декоративную губку. Можно вот такую использовать губку. И мы эту губку немножечко вот так свернем, чуть-чуть. Ну, то есть, если мы начнем делать прямой, то у нас будет отпечатываться полностью ее форма. А нам нужно только, чтобы поры вот эти были. И вот эти поры влажной губкой, предварительно мы ее смочили в воде и выжили, чтобы штукатурка туда не залипала. И мы вот так вот отпечатываем ее. Вот, смотрите, вот. Мы просто отпечатываем губку. Вот. Это то, что вы видели на нашей стене. И это то, что нравится людям. Мы, честно говоря, уже хотели было это замазывать. И теперь, когда вы наносите, вы уже понимаете, нужно ли вам слой гуще или не нужно. Допустим, вы хотите гуще, значит, вот на этом участке вы уже поймете, надо гуще или нет. Я считаю, что, в принципе, неплохой слой. Нанесли участок, губку оттамповали, дальше наносим следующий участок и также будем соединять. Вот здесь вот создавайте такой слой, чтобы был одинаковый. Вот, например, здесь одинаково, а здесь уже густо. Убираем. Ну, то есть он должен быть равномерный. Ну, это важно, имеется в виду, это важно. Также можно этот образец наносить из более тонких материалов по типу венецианской штукатурки. Тоже будет хорошо. Но вот это мы используем лофт, торговая марка Effectum, штукатурка фактурная, и она придает такую, ну, немножко коже грубость, как бы. Если использовать тонкие материалы по типу венецианской штукатурки, то эффект будет похожий, но он будет другой. Вот это вот мы сейчас и наносим. То есть немножко, чуть-чуть, как бы погрубее фактура. И ловите свой слой, какой вам нужно, толстый, тонкий. Если штукатурку накладывать слоем гуще, то рисунок будет более выраженный. Если потоньше накладывать, то он будет вот такой. Сейчас мы наносим потоньше. И также влажной губкой то же самое. Свернули немножко губку, вот так ее, и тампуем. Можно направление менять, ну то есть вот так вот. Вправо-влево, вот так. Этот образец уже очень-очень старый. Но мы с удовольствием вам его показываем. Нам очень приятно, что наши работы кому-то полезны.
на самом деле спрашивайте, нисколько мы не затрудняемся показывать вот эти видео, снимать. Теперь смотрите, вот эти вот переходы, вот, от кельмы, их можно, конечно, стараться убирать, но на больших объемах это сделать очень трудно, чтобы прямо гладко-гладко было и везде. Ну, пусть они будут, они тоже придают какой-то определенный, ну, красиво, в общем-то. А можете пробовать их убирать, если хотите. Ну, то есть, смотрите, если надо, можете убирать. Я бы не стала. Я бы просто наносила вот таким же образом. И, кстати, на нашей стене, которая так понравилась многим людям, писали несколько человек, на нашей стене как раз вот эти вот переходики имеются. Теперь мы этому хозяйству дадим высохнуть. И после полного высыхания, это в среднем сутки, мы можем взять кельму и торцом кельмы подчистить вот эти вот острые края. То есть нам нужно, чтобы было максимально гладко. Кстати, обратите внимание, вот здесь вот губка была влажная. Вот такой получился рисунок, такие очень хорошие поры. А здесь она была уже чуть-чуть сухая. И получается вот такие, как сухари, торчат. Срезаем эти. Вот, видите? И уже у нас она становится более-менее симпатичная. То есть убираем излишки. Если хотите, можете использовать шкурку. Ну, то есть можете шкурить, если хотите. Мы срезаем кельмой и на ощупь смотрим. Вот здесь остро. То есть убираем острое. И дальше будем придавать цвет. Кстати, эту штукатурку также можно наносить уже сразу колерованную. Какого цвета хотите, заколеровали и наносите. Тоже вариант хороший. А потом уже добавить чем-то эффекта, ну, допустим, лазурями или патиной, или воском колерованным. Что у вас есть. Ну вот, я считаю, что все. Вот так. Вот так она выглядит белая. Вот такой вот образец. Следующий этап. Вот такая жидкость. Вот такая вот жидкость, субстанция. Это может быть у вас колерованный лак, или колерованная восковая эмульсия, или патина, или даже лазури перламутровая. Мы в данном случае используем лазурь бриллиант голубой. Это лазурь торговая марка Эффектум. Мы ее заколеровали. И мы будем ей наносить с помощью губки. Губку макаем. И наносим вот круговыми движениями, втираем. Вот. Цвет вы можете регулировать под себя, какой хотите. Хотите темный, хотите светлый, неважно. Для того, чтобы был эффект двухцветия, именно используем губку. Валик, он придаст однородность. А нам нужен эффект разнотона, чтобы было видно, что это фактура. Губки, кстати, есть эти у нас в продаже. Это для наших российских зрителей. Тоже, то есть вместе со штукатуркой декоративной вы можете приобрести у нас также инструменты. Материалы мы комплектуем, отправляем в любой регион. Мы называемся Гура Декор и находимся в городе Ижевске. В строительном центре Гвоздь, офис 108. Мы производим онлайн подборку материала и расчет, и выбор цвета, и все это мы делаем в режиме онлайн. Так что, пожалуйста, все ссылки в описании. Если кому-то интересно, то, пожалуйста, принимаем заявки. Смотрите, есть такая фишка. Вот этого, вот такого вот разнотона быть не должно. То есть мы должны максимально логично распределить по поверхности цвет. То есть, чтобы не было каких-то там явных пятен. Пусть они будут, эти пятна, но они должны быть красивыми. То есть растягиваем, размазываем, распределяем цвет по поверхности так, чтобы вам нравилось. Для того, чтобы понять, как это выглядит в итоге, вы отходите и издалека смотрите.
Например, вы наносите сами, и вот вы наносите, вблизи вы ничего не видите. А когда вы отходите подальше, то вы видите, что вот тут, например, яркое пятно, тут полосы, да, от губки. Вот это вот все очень хорошо видно издалека. Поэтому смотрите издалека, отходите подальше и смотрите. Растушевываем как нужно. И в принципе вот и все. Если вы хотите, чтобы блестело больше, можно покрыть лаком глянцевым, например. Этого будет достаточно. Есть у нас тоже этот лак. Это то нанесение, которое вы видите на стене, на заднем фоне, когда мы снимаем разговорные ролики. Не наносим декоративку, а просто разговорные ролики. И вот именно этот образец запрашивали несколько человек, поэтому мы его решили снять. Мы надеемся, что видео для вас будет полезным. И вы обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. И всем пока!